Мое выживание началось как обычно. Я возродился на берегу и помчался до первого полицейского участка с надеждой на то, что там что-то еще осталось. Добравшись на место, я навалял парочки местных зомбей и смог заполучить глок и карабин без патронов. Следующая остановка на моем пути была военная база в Зеленогорске. Залутав где-то по дороге Скорпион с 3 патронами и патроны для глока, на военной базе я услышал какого-то работягу. Он довольно-таки бодро отстреливал с глушителя зараженных. Включив в действие тактическое мышление, я принял решение застать врасплох этого бедолагу. Как только тот открыл контейнер, в котором он прятался, я решил совершить нападение. Мои 6 выстрелов не утолили нравы данного молодчика. Я пошел в рукопашку и отхватил пиздюлей. Да ну, я его снес, что ли? Серьезно? Но каково было мое удивление, когда я все-таки очнулся. Я встал и увидел труп моей добычи, но через несколько секунд я прилег рядом с ним. Но моей стойкости не было предела. Я вернулся на место бойни и залутал свои остатки и шмотки этого бедолаги. Да, ну-ка, интересно, трупик остался, а то мне надо... Да, ну только не свой, а Черика, короче. Он заряженный был. А ну-ка, чел. Ты где помер-то? Опа. Ну, такое, конечно, но типа ладно. Это тоже хоть что-то. Пекарь с глушителем. О, а вот это тоже поинтересней. О, халява. Бесплатно, бесплатно. А можно покушать? Но так как я хотел очень сильно кушать, поскольку на этом сервере я не нашел еды вообще, я умер от голода. На сегодня я набегался. На следующий день я понял, что время зайти на Official. Сервер, на котором я играл, был утерян, и зайдя на рандомный, я очутился на болотах. Там я напал на след еще одного парня, который мог оказать мне сопротивление. Поэтому ради выживания пришлось действовать не по кодексу чести рыцаря. Отобрав у бедолаги курочку, ПСО и патроны, я двинул дальше. На самих болотах я отыскал МП5 и был уже неплохо экипирован, как для старта. Я решил, что добру в виде курочки не стоит пропадать, а поэтому было принято решение развести костерочек, съесть баночку тушенки и пожарить курицу. Путь привел меня в Зеленогорск, где потихоньку лутаясь была замечена какая-то суета. Это была группа из 2 человек, которые двинули в соседнюю деревню, и я пошел по их следу. Но подойдя к деревне, след был утерян. Я вернулся в город, где через пару минут наткнулся или на тех же, или на других мужиков, которые долго со мной церемониться не стали. Перейдя на другой сервер, дабы побегать с другом, я появился в Черногорске и отправился к нему навстречу. Подбежав к местному автовокзалу, мы наткнулись на тарантиновский диалог. Слышишь дуделку эту? Да. Это не я. Если что. А ты до магаза добежал, да? Я слышал, как кто-то что-то выпил. Ты нет. Нет. Ты, Да, Лёх? Да. А это ты стоишь? Нет, я сзади него стою. Иди ко мне, иди ко мне. Может, схаваем его? Можно. Ну ладно, все, пошли отсюда. Пусть. Или тебе рюкзак нужен, как ты думаешь? Нужен. Че, нападаем? Привет. 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 Ты дудел. Нет, не я. Ну ладно. То есть,
Вот это диалог, конечно. А я знаю, кто это делал. Окей, хорошо. Хуя, ты светишься. Настала ночь, и мы продолжили свой нелегкий путь, а во время лутания в деревне я вдруг понял. Нашел. Выхода нет, кассету. Зло государства. Капец, подожди, подойди ко мне. Подойди ко мне. Ты тоже с меня орешь, да? Ты этот, Игорь, ты Вандеркхольм. Мы продолжили двигаться по населенным пунктам в кромешной тьме. Там мы нашли дом, в который была зарейженная база. Мы развели огонь и поужинали жареной курицей. Жалко нету анимации того, что на сковородке что-то лежит. Ну не анимация, а вида. Но, как известно, в Дейзи жареная курица это ничто, а поэтому на утро нам пришлось найти еще одну, дабы не умереть от голода. Ты тогда пока будешь мясо жарить, я пойду руки помою. Но в итоге наше путешествие вновь оборвалось. за собой провел. Ну, а чтоб Забей. добежать 7 как километров, надо еду какую-то найти. Надо. У меня есть слива. Съешь ее, а косточку в жопу себе засунь. О, привет, это ты? Заново собравшись вместе, мы абсолютно голые снова начали свой путь. На этом сервере была полная беда с едой. Поскольку людей было супер много, мы радовались каждый раз, когда удавалось найти хоть что-то. Ебать, крекеры, чел. Живем. Ой, бля. У меня аж слезы. Ебать, крекеры! Ебать, паштет, я паштет нашел. Сейчас крекеры с паштетом буду хавать. Охуеть. Да, Это, охуенно. кстати, вкусно. Да, кстати. Я хочу печенье со сгущенкой. Ну блин, на паштете можно жить 3 дня буквально. По внутриигровым меркам это 3 минуты. А чё с бараном-то было? А чё они так лагают? Пиздец, Влад. Бараны сдачу иметь давают? Не. Что? Наше отчаяние доходило до охоты на баранов с помощью колуна, поскольку даже из зараженных не упадало достаточного количества еды, дабы добежать хоть до какого-нибудь крупного города. Нарвавшись на кучу зомби и получив по голове, и как следствие заражения крови от зашивания раны набором для шитья, ведь чистых бинтов или тряпок не было, я двигался в сторону больнички, в которой уже кто-то был, но терять было нечего. Здравствуйте, молодой человек, сидящий в этой больнице. У вас случайно не найдется какого-нибудь препарата, который бы помог вылечить мою болезнь? Ага, там можешь меня не убивать, я сейчас сам сдохну, в принципе. Тут как бы осталось мне немножечко. Не буду. Застрелил? У меня просто заражение, короче, от того, что я зашился этим набором для шитья. Вот. Таблеточек никаких не будет у вас тут, случайно. Ну, благодарю. Но на удивление, стрелять эти ребята не стали и дали даже 2 таблетки тетрациклина. Че, он может дать что-то? У меня, правда, почти ничего нет, но может что-то нужно. Вот прицел может пригодиться. Спасибо большое за таблетки. Я нажрался. Качали колесами. Да. Закинувшись колесами, я решил выжать свою мокрую одежду и разжечь костерок, дабы немного просушиться, но это не помогло. Дальше наш путь страданий преподнес нам встречу с одной барышней, которая присоединилась к нашей группе. Ты Почему? слышишь? Ой, блядь. Да. Слышишь? Сознанка меня Да-да-да. Тебе бинты нужны? Я просто облутала их.
Ну, один можно. Благодарю. Тебе игрушку дать? Не, спасибо. А как тут, типа, в группу, как-то группу создать, чтобы мы вдвоем, типа, бегали? Нету такого? Нет, тут такого нет. Ты один будешь бегать? Да нет, тут с товарищем. Я возле маяка А вас ночью. сколько? Двое. На черном? Да. Можно к вам? Ну, побежали пока. Окей. Ну а сир Владислав решил показать основы этой прекрасной игры. А зачем? Значится, где вы там? Привет. Значится, смотри, вот это называется генератор. Он нахуй никому не это нужен, знаю. таскать его не надо. Учись на примере другого человека, который тащил его сюда с центрального маяка. А зачем? Сказать, что не тащить. Блять, вот Доволен? какой кринж. За то время, пока мы искали друг друга, голод застал нас врасплох, а поэтому пришлось разделать петуха, который как раз завалялся в карманах у Алены. А чё у кого по еде там как? Ни у кого Я ничего. хуёво всё. У меня есть курица, говорю. А, Только о, сырая. давай. Сырая. О, Правда, тут два куска, нам примерно минут на 5 хватит. Что ты делаешь? меня твои 2 куска не спасут, чел. Я понял. Бля. Сразу налетели, ограбили. А зачем ты его разделаешь? Он же несъедобный. Да хуй его знает, просто там Ну, две я же ячейки. генератор принес, я же жилистый. Правда, по неопытности наш новый член команды подхватил заражение из-за принятия еды кровавыми руками. Ну, короче, человечину лучше не хавать. Ну я попробую. Ну, попробуй. И кровавыми руками тоже лучше еду не хавать, потому что ты сейчас... Блять. Да. Ням. Блять, я заболела. Ну, можешь, в принципе... Сдохнуть, спасибо. Ну да. Потом мы отправились в путь и очень часто умирали попросту из-за голода. А это зрелище было не очень интересным. И, к сожалению, через несколько часов попыток выхода куда-нибудь чуть дальше берега мы в итоге пошли спать. За окном была тихая январская ночь, а часы показывали около 2 ночи. Ну а далее я продолжил свое путешествие в Соло. В стороне Зеленой горы я услышал какую-то суету в виде автоматных очередей. Я решил провести социальный эксперимент и пройтись туда с двушкой. Капец, там чуваки месяца. Пойти посмотреть, что ли? Чтобы хотя бы просто посмотреть, по какому поводу праздник. А что это такое? А это нормально? Я, конечно, все понимаю, но тут чуваки застраивают целый маяк. Оказывается, здесь скорее всего рейдили вот эту огромную базу, но звуки утихли и я принялся сидеть в кустах, дабы кого-нибудь увидеть. Понял. Там еще есть кто-то с калашом. Что-то странная какая-то хрень происходит сейчас. Но если я подсижу чувака с калашом, это будет забавно. Как говорится, будто в Раст поиграл. А, по мне стреляют. А откуда? Непонятно. Но в итоге первым увидели меня и накинули по голове. Ну а я был лишь с обрезом. Итог предугадать несложно. Ну, я умер. Ну, все, в принципе. Можно выходить. Дальше мои дела вроде как пошли в гору. Я спокойно залутал военный лагерь возле старого собора, нашел СКС-ку, проблем с едой не имел и двигался дальше. В одном из поселков я заметил движение и решил тут же Ой, напасть. тихо, чел. Мое нападение выдалось удачным. Ух ты, а тут... Ого! А что это такое, не понял. Тут раздропанный лут.
Тут чувак с душечкой. Я немного подлутался и двинул дальше. Ой-ой-ой, как хорошо. Это просто великолепно, что здесь есть. Дамы и господа. И можно вторую, пожалуйста. Минус вторая. Спасибо за мясо, как говорится. Наступала ночь, а поэтому я решил поохотиться и провести эту ночь у костра и пожарить мясо. Путь привел меня на военку возле Кабанина, но я был не один. Кто-то оборонялся в одной из казарм от зараженных, и я принялся выжидать. В один момент мне показалось, что он выбежал, но это оказался зомби, а этот парень, видимо, просто разлогинился. После спокойного облутывания базы я выдвинулся в сторону Зенита. На пути я встретил разобранный Гюнтер, а чуть позже обнаружил базу на замке, которую я решил проверить. На базе же никого не оказалось, да и пролезть внутрь бы не удалось. Наступила очередная ночь, я двигался в абсолютной темноте, после чего я на несколько дней забросил эту прекрасную игру. Я начал снова все заново. Нашел нож, кувалду, еду, застал врасплох какого-то бомжа, у которого отобрал банку консерв и топорик. Я решил пройтись на СЗ, а по пути нашел Мосинку с 2 патронами. И только зайдя на территорию аэропорта, я двигался снова в сторону Зеленогорска, зашел в Козловку, где увидел отбивающегося от зараженных человека. Я задумался о разговоре с ним, но мог спокойно словить пулю в голову, а поэтому я решил накинуться на него с киркой наперевес. В итоге я залутал двустволку, пару бинтов, патронов и пистолетов, и в одном из домов нашел Мосинку. Зайдя в Зеленогорск, я увидел дом, в котором кто-то развел огонь. Недавно тут были слышны звуки перестрелки. Возможно, это были те, кто сейчас сидит в этом доме. Подождав некоторое время, я решил проверить, что там внутри. А внутри лежало 2 тела, которых, судя по всему, расстреляли из калаша. Лута было немного. Переждав ночь, я выдвинулся лутать Зеленогорскую военку, где ко мне пришли в гости. Меня спасла старая добрая дедова двушка. Адреналинчик прилил в кровь, и в этот момент ко мне забежал еще один человек, которого я решил принять возле лестницы с максимально глупой позиции. Мое невезение брало вверх, но я удачно поохотился на кабана. Готово. Потом в одной из деревень я наткнулся на убитого недавно бедолагу. После чего я отправился в лесок, развел костерок и пожарил кабанчика. Мне удалось снова абсолютно спокойно залутать военку возле Кабанина, найдя СКС-ку и М16. Выдвинувшись на следующую базу, произошло то, что и всегда. Один выстрел и темнота.
Никакой перестрелки, лишь беззвучная смерть. Мой предел в этом несколько недельном выживании заключался лишь в отстреле и битвах с кепками. Большее мне попросту не позволяли сделать внезапные и смертельные выстрелы из ниоткуда. Один раз за все время мне удалось дойти до ТИС, но там, по своей же неосторожности, я потревожил генерала, который призвал кучу зараженных. Они зажали меня и кинули в бессознанку. Я истекал кровью в местном сортире, смог перебинтоваться, но через каждые полминуты падал в бессознанку от нулевой крови. Произошел рестарт, и моего персонажа я почему-то не увидел. Вот так вот глупо и не особо благородно закончилась одна из многих историй. Я остался лежать со 101-м калашом в сортире местного КПП.